Привет из Авсалара! Сегодня я покажу вам, что можно привезти из Турции. Это видео сэкономит вам время на отдыхе, вам не нужно будет искать идеи самим. Я покажу вам классический ассортимент сувенирных лавок и дам советы от себя, что я обычно покупаю. Видео будет полезно тем, кто любит заранее прикинуть идеи и бюджет. Пойдемте! Чтобы шопинг в Турции был удачным, найдите магазин, в котором продают сразу все – классические сувениры, косметику и продукты. Когда покупаете все в одном месте, то экономите не только время, но и деньги. Продавец точно сделает скидку. Если ценники написаны от руки или их вообще нет, значит надо торговаться. Проще говоря, это надо делать везде, кроме супермаркетов. Посмотрите, какой классный выбор чая, кофе и сладостей. Из Турции очень многие привозят вот такой чай. Он в порошке, популярен яблочный и гранатовый. Он обалденно вкусный, не отдает никакой химозы, и хотя его часто сравнивают с юпи, на самом деле он такой, знаете, как мятная водичка такая освежающая. Вот это яблочный чай, очень советую вот такой попробовать. Большой выбор черного чая, я советую вам вот этот, он вообще очень классный, нам местные советовали его. И посмотрите, какой классный выбор кофе, вот этот самый популярный. Для ориентира, в супермаркете 500-граммовая банка кофе Мехмед Эфенди стоит около 40 лир. Еще посмотрите, сколько разных травяных и фруктовых чаев. Вот этот вот гранатовый чай, очень его советую, он очень вкусный. Это не каркаде, он именно из граната, очень полезный, очень классный. Такие чаи в супермаркетах не популярны, потому что местные жители любят черный, так что лучший выбор всегда в сувенирных лавках. А вот просто супер классный подарок, набор для кофе, блюдечки, чашечки, замечательно. Посмотрим сладости. Не советую брать баклаву в картонных упаковках. Часто она размокшая и приторная. Еще очень классный выбор сладостей, конечно же, лукума. Очень выгодно брать вот такими коробочками. Тут 4 разных вкуса, классно, можно всем на подарки разобрать. Тут те же самые вкусы, только коробочки побольше. Классно, смотрите, в шоколаде. Обалденная вкусняшка. Ой, еще есть 8 штук. Вообще удобно. Взяли одну и всем раздали друзьям. Сладости советую брать только большими объемами. За одной коробочкой выгоднее сходить в супермаркет Мигрос или Карфур. Халва в них стоит по 10-12 лир за 500 грамм. В сувенирных лавках просят 20, но цену легко сбить, если берете что-то еще. А еще есть вот такая штука пишмание. Она чем-то похожа на сахарную вату, смешанную с халвой и посыпана орешками. Тоже очень классный подарок. Обычная цена в сувенирных лавках 10 штук за 5 евро. Но вряд ли вам столько нужно. Купите здесь же других сладостей и смело просите 2 коробки пишмание за евро. Обратите внимание на сиропы из плодов рожкового дерева и гранатовый. Первый хорош при кашле и помогает пищеварению. Гранатовый соус стоит 1 евро за бутылочку. Очень классно им салатики поливать. Опять же, если нужен только соус, сходите в супермаркет. Бутылочка стоит на треть дешевле. Еще смотрите, какой выбор оливкового масла. Его можно купить вот в такой канистре, очень удобно ее будет вести. Очень советую попробовать в Турции необычные виды лукума. Молочные, шоколадные, фруктовые. Они напоминают пастилу с орешками. Смотрите, какой еще есть выбор сладостей на развес, которые всегда можно попробовать, купить и составить какой-то свой микс. Обычно попробовать можно все – пастилу, орехи, чай, некоторые торговцы даже вином угощают. Порошковый чай точно выгоднее покупать в сувенирных магазинах на развес. Советую набрать разных вкусов по чуть-чуть. Я нашла очень классный набор с яблочным чаем, 2 тюльпанчиками и ложечками. Обалденная красота. А вот красочные наборы специй брать не советую. Цены на них завышены, и они плохо продаются, могут лежать годами. Лучше перепробуйте все специи на базаре или спросите у торговца, что купить для конкретных блюд. Так вы соберете уникальный набор из того, что действительно пригодится. Мельницу можно купить отдельно.
Вот что точно нужно попробовать и привезти из Турции, это фруктовое вино. Посмотрите, какой выбор, и малиновое, и дынное, и даже арбузное. Я очень советую гранатовое, оно мне нравится, оно такое сладенькое, терпкое. Еще многим нравится шелковичное и из ежевики. Хорошая цена, где-то 40-60 лир, вот эти, например, стоят по 40. Вино есть и в супермаркете Мигрос, но цены там выше, а выбор меньше. Еще в сувенирных магазинах продают белые, красные и розовые турецкие вина. Они стоят дешевле, на вкус такие же, как в отелях, на все включено. Теперь смотрим сувениры, потому что идти только за вкусняшками в такие магазины невыгодно. Магниты советую просить в подарок к большим покупкам. Их тут сотни, продавцам обычно не жалко. Ассортимент классических сувениров я вам покажу. Кружки, фигурки, полотенца, тут вы и без меня разберетесь. Советую привезти из Турции расписную керамику. Написано, что работа ручная. Я в это не особо верю, но выглядит потрясающе. Только посмотрите на эти узоры. Турция – страна чая, а не кофе, как думают многие туристы. Но вы легко найдете красивые сувенирные турки из меди. Правда, маленького объема, потому что местные пьют кофе в миниатюрных кружечках. Они, кстати, тоже продаются. Наборы выглядят очень нарядно. Советую купить в Турции набор бокалов для чая. Так называемые тюльпанчики бывают двух типов. Обычные стеклянные выгоднее купить в супермаркете, а нарядные – здесь. Мне очень нравятся тюльпанчики в меди или с нарисованными узорами. В Турции большой выбор нардов для тех, кто их любит, и кальянов. Мне кажется, что кальяны – это скорее арабская, а не турецкая культура. Хотя в сувенирных лавках всегда большой выбор. Из стандартных сувениров я бы взяла оберег Назар или голубой глаз. В Турции он встречается повсюду. Его нужно держать на видном месте, тогда он оберегает хозяина. В сувенирных магазинах очень большой выбор, стоит дешево. Самый популярный вариант – вот такие брелочки. Мой фаворит – восточные лампы с мозаикой из цветного стекла. Они бывают подвесными и настольными. В интернете постоянно пишут, что они не вписываются в русские квартиры и покупать их глупо. А я не согласна, они потрясающие. Только посмотрите, как сверкают. Многим нравятся турецкие статуэтки, зеркальца и колокольчики. Их надо покупать только в сувенирных лавках. Цены я вам назвать не смогу. Продавец каждый раз озвучивает новую сумму. Секрет такой: сколько бы он ни просил, делите на 2, сойдетесь на чем-то среднем. Посмотрите, вот этот чесночный шампунь, его очень все советуют привозить из Турции. Я такого больше нигде не видела. Попробуйте, советую. Чесноком он, кстати, не пахнет, он пахнет приятно. Самая популярная косметика в Турции – оливковая, но я советую обратить внимание на уходовые средства с молоком ослицы, гранатом, розой и лавандой. Берите крем, шампунь, бальзам, мыло – все отличное. Еще популярно органовое масло и косметика на его основе, но мне она совсем не понравилась. Если вы сходите в турецкий хамам на спа-процедуры, то точно оцените пилинг особой мочалкой из люфы. Купите пару штук для себя и на подарки знакомым девушкам. Стоят они по 10-15 лир. Бывают круглыми и в виде рукавичек. Косметику для волос и тела я готова посоветовать всем. А вот турецкие средства для лица мне не подошли. Хотя многие их обожают. Особенно средства с розой и лавандой. В магазинах обычно есть тестеры. Советую сначала попробовать. Вот тут есть целый подарочный набор. Посмотрите, здесь полотенце такое с пилинговой штучкой, пемза, мыло, шампунь, крем для тела. Вот это гранатовый. Стоят такие наборы по 3 евро. В описании под видео я оставила ссылки на мои статьи. В них я подробно расписала, что и за сколько можно купить в Турции и где это искать. Там все от турецкого текстиля до местных брендов одежды и самых вкусных продуктов. Мой главный совет – не торопитесь.
Сначала подготовьте список покупок, а потом сходите и купите все в одной лавке. Чем больше вы всего возьмете в одном месте, тем большую скидку сделает продавец. Они очень сговорчивые и всегда хорошо сбивают цену. И очень часто подкидывают какие-нибудь подарочки вроде магнитиков или коробочки лукума. Не забывайте торговаться, не стесняйтесь, продавцам это нравится. Поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал, впереди еще много классных выпусков о Турции. Пока!